Как выбрать и подготовить семена. Всем привет! Вы на канале Чертог мастеров. В глухой деревушке, затерянной среди бескрайних полей, жила старая женщина по имени Анна Петровна. Ее маленький домик окружали аккуратные грядки, которые каждое лето превращались в настоящий оазис изумрудной зелени и ярких цветов. Но никто из соседей не мог понять главную тайну ее невероятного урожая. Пока другие садоводы боролись с болезнями растений и уныло вздыхали над пустыми грядками, ее помидоры были размером с кулак, а морковь вырастала длиной с предплечья взрослого человека. Все начиналось именно с маленьких семян, которые она хранила в старой деревянной шкатулке, передающейся в ее семье из поколения в поколение. Выбор семян – это первый и самый важный шаг на пути к богатому урожаю. Каждая семечко хранит в себе потенциал будущего растения, но не все семена одинаково хороши. Многие начинающие огородники совершают ошибку, покупая первые попавшиеся семена в супермаркете или на рынке. Однако опытные садоводы знают, что успех начинается с внимательного изучения характеристик каждого сорта. Например, существует множество видов томатов, от раннеспелых карликовых до высокорослых позднеспелых. Если вы живете в регионе с коротким летом, то выбор позднеспелого сорта может привести к разочарованию, ведь плоды просто не успеют вызреть. Поэтому обязательно учитывайте особенности климата вашего региона. Анна Петровна всегда начинала подготовку к новому сезону еще зимой. Она часами просматривала каталоги семян, делая пометки карандашом на полях. Однажды она рассказала мне историю о том, как купила семена перцев, обещающих рекордный урожай. Но когда пришло время сбора урожая, она получила лишь горстку мелких плодов. Причина была проста. Эти семена были предназначены для тепличного выращивания, а она посадила их в открытый грунт. Этот случай научил ее всегда внимательно изучать описание сортов и обращать внимание на такие параметры, как устойчивость к болезням, требования к освещению и влажности. Подготовка семян к посеву – это целое искусство, которому можно учиться годами. Один из самых важных этапов – это проверка всхожести. Некоторые огородники просто сеют семена без предварительной проверки, рискуя потерять драгоценное время и силы. Чтобы избежать этого, Анна Петровна использовала простой метод. Она клала семена между двумя слоями влажной ткани, помещала их в теплое место и наблюдала за ними в течение нескольких дней. Те семена, которые не проросли через 5-7 дней, отправлялись в мусорное ведро. Это позволяло ей заранее отсеять нежизнеспособный материал. Еще одним важным этапом является обработка семян. Существует несколько способов, которые помогают улучшить их качество. Например, замачивание в растворе марганцовки помогает защитить будущие растения от болезней. Анна Петровна всегда добавляла щепотку древесной золы в воду, чтобы дополнительно обогатить семена микроэлементами. Она также рассказывала о своем любимом методе закаливания семян. Для этого она помещала их на несколько часов в холодильник, а затем возвращала в теплое место. Такая процедура помогала растениям стать более устойчивыми к перепадам температур. История одного молодого фермера из соседнего поселения служит отличным примером того, как правильная подготовка семян может изменить все. Он начал свой бизнес с небольшого участка, где выращивал огурцы и капусту. Первый год принес ему лишь разочарование. Большая часть посадок погибла от болезней, а урожай был скудным. На следующий год он решил последовать советам Анны Петровны и тщательно подготовил семена. Он провел их обработку, проверил всхожесть и даже использовал метод стратификации для некоторых культур. Результат превзошел все его ожидания. Урожай увеличился втрое, а качество продукции заметно улучшилось. Однако даже самые тщательные подготовительные работы могут оказаться напрасными, если не учитывать сроки посева. Анна Петровна всегда говорила, что нельзя торопиться с посадкой. Например, многие начинающие огородники спешат высадить помидоры сразу после того, как сходит снег, но почва еще слишком холодная, и семена могут просто погибнуть. Она советовала использовать специальные таблицы, которые показывают оптимальные сроки посева для каждой культуры. Кроме того, важно учитывать лунный календарь, который помогает выбрать наиболее благоприятные дни для посадки. Каждый год Анна Петровна экспериментировала с новыми методами подготовки семян. Однажды она решила попробовать метод барботирования, при котором семена помещаются в воду, насыщенную пузырьками воздуха. Это помогает им быстрее прорасти и улучшает их качество. Она собрала самодельную установку из аквариумного компрессора и пластиковой бутылки. Результат превзошел
превзошел все ее ожидания. Растения взошли на неделю раньше обычного, а их корневая система была намного крепче. Но не только техника и методы важны в этом процессе. Анна Петровна часто повторяла, что отношение к семенам играет огромную роль. Она верила, что каждое семечко – это живое существо, которое нужно беречь и уважать. Перед посевом она всегда проводила небольшой ритуал. Рассыпала семена на белую ткань и внимательно рассматривала каждое из них. Она говорила, что таким образом чувствует их энергию и готовность к росту. Когда вы начнете работать с семенами, не забывайте о важности их правильного хранения. Один из самых распространенных мифов среди начинающих садоводов заключается в том, что все семена можно хранить одинаково. На самом деле, условия хранения могут существенно повлиять на качество и всхожесть материала. Анна Петровна всегда хранила свои семена в темном, прохладном месте, подальше от прямых солнечных лучей и повышенной влажности. Она говорила, что даже небольшие изменения температуры или влажности могут привести к потере жизнеспособности семян. Например, если семена перца хранятся в тепле, они могут потерять способность к прорастанию уже через год-два. В своей деревянной шкатулке она держала маленькие бумажные пакетики, на которых аккуратно писала название культуры, сорт и год сбора. Она никогда не смешивала семена разных сортов или лет, потому что знала, со временем их свойства могут измениться. Особенно это касалось старых семян, которые могли потерять свою энергию роста. Однажды ее соседка принесла ей пакетик с семенами тыквы, который хранился на кухне рядом с плитой. Когда пришло время посадки, ни одно семечко не проросло. Этот случай стал для нее еще одним подтверждением того, что хранение – это не менее важный этап, чем сама подготовка к посеву. Еще одна интересная деталь, которой Анна Петровна уделяла особое внимание – это использование собственных семян. Она считала, что покупные семена хороши для экспериментов, но настоящий успех приходит тогда, когда вы начинаете собирать семена с собственных растений. Это позволяет адаптировать культуру к вашему климату и почве. Например, ее любимый сорт моркови постепенно стал более устойчивым к местным болезням и капризам погоды. Однако здесь важно помнить, что не все растения подходят для сбора семян. Гибридные растения, помеченные на упаковке как F1, не передают свои свойства потомству. Поэтому для долгосрочного использования лучше выбирать растения открытого опыления. Однажды Анна Петровна рассказала мне историю о том, как решила собрать семена с гибридных помидоров. Она была уверена, что получит такие же крупные и вкусные плоды, как в прошлом году. Но когда выросли новые растения, они оказались совершенно другими – мелкими, невкусными и плохо плодоносящими. Этот опыт научил ее внимательно читать информацию на упаковках и консультироваться с опытными садоводами, прежде чем принимать решение о сборе семян. Подготовка семян также включает в себя работу с почвой. Анна Петровна всегда говорила, что семена – это только половина успеха, а вторая половина – это правильная среда для их роста. Она никогда не сажала семена в обычную землю с огорода, потому что знала, такая почва может содержать болезнетворные микроорганизмы или быть слишком плотной для молодых корней. Вместо этого она готовила специальную почвенную смесь, состоящую из торфа, песка и компоста. Такая смесь обеспечивала хорошую воздухопроницаемость и питание для проростков. Она также рассказывала о своем методе обеззараживания почвы. Для этого она прокаливала ее в духовке при температуре около 150 градусов. Это помогало уничтожить вредителей и споры грибков. Этот процесс был довольно трудоемким, поэтому она советовала использовать его только для небольших объемов почвы. Для больших участков она рекомендовала добавлять в почву древесную золу или специальные биопрепараты, которые защищают растения от болезней. История одного из ее учеников, молодого парня по имени Игорь, стала для нее ярким примером того, как правильно подготовленная почва может изменить судьбу урожая. Игорь решил заняться выращиванием цветов на продажу. Первый год он просто купил семена и посеял их в землю с огорода. Результат был плачевным. Часть рассады погибла от черной ножки, а оставшиеся растения были слабыми и болезненными. На следующий год он последовал советам Анны Петровны и подготовил почву с помощью прокаливания и добавления компоста. Его цветы стали здоровыми и красивыми, а бизнес начал процветать. Анна Петровна часто говорила, что ошибки – это неизбежная часть пути к успеху. Даже она, с ее многолетним опытом, иногда допускала просчеты. Например, однажды она решила попробовать новый метод замачивания семян в растворе медного купороса. Она была уверена, что это поможет защитить растения от грибковых заболеваний. Однако концентрация раствора оказалась слишком высокой, и многие семена погибли. Этот случай научил ее быть осторожной с химическими препаратами и всегда проверять их безопасность на небольшой партии семян. Несмотря на все сложности, Анна Петровна никогда не теряла энтузиазма. Она верила, что каждый неудачный опыт – это
возможность научиться чему-то новому. Ее философия заключалась в том, что садоводство – это не только наука, но и искусство. Каждый садовод должен найти свой собственный подход, который будет работать именно для него. Именно поэтому она всегда советовала своим ученикам не бояться пробовать новые методы и адаптировать их под свои условия. История Анны Петровны вдохновляет многих людей, которые хотят научиться правильно выбирать и готовить семена. Ее опыт показывает, что успех в садоводстве зависит не только от знаний, но и от терпения, внимания к деталям и любви к природе. Она никогда не боялась экспериментировать и всегда стремилась узнать что-то новое. Благодаря этому ее урожай каждый год становился все лучше и лучше. Теперь ваша очередь попробовать применить эти знания на практике. Выберите несколько видов семян, которые хотите вырастить в этом году, и начните с их тщательного изучения. Проверьте их схожесть, проведите необходимую обработку и выберите оптимальные сроки для посева. Не бойтесь экспериментировать и пробовать новые методы. Помните, что каждый шаг на этом пути приближает вас к богатому урожаю. И кто знает, возможно, уже через год ваши грядки будут такими же прекрасными, как у Анны Петровны. Действуйте, и пусть ваш труд принесет вам радость и удовлетворение. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.